Всем привет! Сегодня мы свяжем митинги. Они вяжутся очень легко, справится даже новичок. Они связаны узором соты. Таким же узором я вязала шапку и снуд. Мастер-классы на них есть на канале. Ссылки я оставлю в описании. Для вязания я использовала пряжу Alize Lana Gold Classic. Здесь у нас цвет 166, 100 граммов 240 метров, 51% акрил и 49% шерсти. Размеры митинок: в длину 19 сантиметров, в ширину 8,5. Данные митинги на обхват ладони 19-20 сантиметров. Также нам понадобится крючок номер 5 и маркер пластиковый. Можно использовать простую булавку. Набираем цепочку из воздушных петель, делаем петельку, заводим крючок, провязываем. Данную петельку я не затягиваю, считаю тоже ее. Это у меня первая воздушная петля, далее вторая, третья и так далее. Мы набираем всего 33 воздушные петли. Вот я набрала цепочку, 33 воздушные петли. Далее делаем одну петлю для подъема. Провязываем во вторую петлю от крючка, заводим крючок, провязываем столбик. Далее в следующую второй столбик. Провязываем в каждую петлю по столбику. До конца должно получиться 33 столбика без накида. Я провязала 33 столбика без накида. Далее в конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, и вязать мы будем всегда за заднюю стеночку полупетли. Вот за эту. Вот будем их захватывать и провязывать. Начинаем вязать второй ряд. Вяжем со второй петли от крючка. Вот первая петля, со второй за заднюю стеночку мы провязываем 12 столбиков без накида. Это у нас первый, второй, третий и так далее. 12 столбиков. Вот я провязала 12 столбиков без накида. И вот в эту петлю мы ставим маркер. Для того, чтобы нам каждый раз здесь не считать столбики, провязывая следующий ряд, вот отсюда мы будем провязывать уже столбики без накида. Далее мы провязываем 6 соединительных столбиков, заводим крючок также за заднюю стеночку полупетли, вытянули и провязываем через петельку на крючке. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид также за заднюю стеночку полупетли. Все 3 петельки на крючке провязываем вместе. Накид в следующую. Это у нас второй полустолбик. Всего 6 полустолбиков с накидом. Далее провязываем 6 соединительных столбиков. В конце остались 3 петельки. Здесь мы также провязываем соединительные столбики. Это у нас будет в стороне пальчиков такое вот небольшое сужение. И провязывать мы будем только где у нас идет основной узор. С этой стороны мы уже его делать не будем. Поэтому здесь мы также провязываем 3 соединительных столбика. Первый, второй и третий. Когда провязываем, мы захватываем
обе стеночки полупетли. Также провязываем соединительный столбик. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и начинаем провязывать третий ряд. Также начинаем провязывать со второй петли от крючка. Провязываем соединительный столбик, первый, второй, третий. Далее идет у нас основной наш узор сотый. Здесь мы также сначала провязываем 6 соединительных столбиков. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид. Также за заднюю стеночку полупетли 3 петельки вместе провязываем. Далее провязываем 6 соединительных столбиков. Вот дошли до места, где у нас установлен маркер. Здесь мы уже начинаем провязывать столбики без накида. Заводим также за заднюю стеночку. Провязываем первый столбик. Вот провязали. И сразу же сюда мы перевешиваем маркер. И теперь до конца мы провязываем столбики без накида. Их у нас должно быть 12. Самый последний столбик мы также провязываем, захватывая обе стеночки полупетли. Далее делаем одну воздушную петлю и переходим к вязанию 4-го ряда. Провязываем 4-й ряд, также со второй петли от крючка мы начинаем провязывать столбики без накида. Их у нас 12 штук, провязываем до маркера. Дошли до маркера, здесь мы провязываем последний столбик без накида, 12. И также перевешиваем маркер вот сюда. Далее мы провязываем 6 полустолбиков с накидом. Далее 6 соединительных столбиков. И снова 6 полустолбиков с накидом. И в последние 3 петли в конце мы провязываем 3 соединительных столбика. Самую последнюю мы провязываем за обе стеночки полупетли. В конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем 5-й ряд. Провязываем 3 соединительных столбика. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Далее 6 соединительных столбиков. И 6 полустолбиков с накидом.
Итак, где у нас маркер? Здесь мы начинаем уже провязывать столбики без накида. Перевешиваем маркер. И до конца провязываем столбики без накида. Я провязала 5-й ряд. Это у нас изнаночная сторона. Это лицевая. Вот идут наши соты. Далее узор повторяется со 2 по 5 ряд. То есть 6-й ряд мы провязываем уже так же, как и 2-й. И так мы должны провязать еще 8 рядов. Вот я провязала 13 ряд. Далее мы будем провязывать только столбики без накида. И мы сделаем также отверстие для пальца. Сейчас мы провяжем один ряд столбиком без накида, это будет 14, а в 15 ряду уже сделаем отверстие для пальца. Также в конце делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем и провязываем со 2-й петли от крючка. Мы до конца провязываем 33 столбика без накида. Вот я провязала 14 ряд. Далее мы будем делать отверстие для пальца. Это у меня будет идти на левую руку. Здесь мы сейчас провяжем 15 столбиков, оставим 6 петель и далее продолжим вязать оставшиеся 12 петель. Так мы провязываем на левую руку. Когда вы будете провязывать правую митинку, то вам не нужно будет оставлять здесь отверстие. То есть вы провязываете этот основной узор. Далее, начиная с 14 ряда, вы провязываете 14 рядов. И когда будем сшивать, вот здесь вот уже оставляете отверстие. Это будет уже на правую руку. Как здесь оставить отверстие, я также покажу, когда мы будем сшивать митинку на левую руку. Провязываем 15 ряд, делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем и провязываем 15 столбиков без накида. Провязали 15 столбиков. Далее делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь также отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю, также за заднюю стеночку полупетли, мы начинаем провязывать столбики без накида. Провязываем так до конца. Вяжем 16 ряд, делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем до отверстия столбики без накида. Далее у нас идет вот отверстие для пальца. 6 воздушных петель. Сюда в каждую петлю мы провязываем по столбику, также без накида. Провязали и далее продолжаем вязать до конца столбики без накида. Вот таким образом мы сделали отверстие для пальца. И теперь ряды повторяются. Мы провязываем только столбики без накида. В каждом ряду их будет по 33. И так довязываем до 27 ряда. Далее я покажу уже, как ее сшить. Вот и провязала столбики без накида. Всего у меня здесь получилось 27 рядов. Вы можете вот таким образом примерить. Если вам не хватает, можете провязать еще пару рядов. Еще раз объясняю, как вяжем на правую руку. Эта митинка у нас на левую. Мы провязываем, оставляем отверстие. На правую, когда вяжете, вы вяжете полностью. Здесь отверстие не оставляете, провязываете до конца. И когда уже будем соединять митинку, получается отверстие для правой руки мы оставляем вот здесь вот, где будет шов. А на левую руку мы оставляем сразу вот здесь вот посередине, когда провязываем. Итак, у нас это лицевая сторона. Соединять будем по изнаночной стороне, поэтому вот таким образом складываем. И сейчас крючком будем прошивать.
Заводим крючок под крайнюю петлю и вытягиваем петельку. Мы заводим крючок здесь под каждые петли, здесь с одной стороны, а со второй стороны мы захватываем заднюю дужку косички. Вытягиваем и провязываем через петельку. Получается, мы провязываем соединительными петлями. Это у нас низ митинок. И если оставлять отверстие для правой руки, вы провязываете здесь 12 соединительных петель. Провязываем, и я покажу, как оставить отверстие. Вот я провязала 12 петель. Далее мы провязываем соединительные петли только по одной стороне. Провязываем 6 соединительных петель. Вот провязали 6 соединительных петель. Далее здесь отсчитываем также 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмую мы уже будем провязывать. Получается, вводим крючок с этой стороны. Захватываем здесь седьмую петлю. Также за заднюю стеночку полупетли. И провязываем соединительный столбик. И далее довязываем до конца. И у нас здесь остается отверстие для пальца. А так как это у меня левая митинка, то я здесь не должна оставлять отверстие для пальца. Я ее провязываю до конца соединительными петлями. Вот такие красивые у нас получились митинги. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы.